Всем привет! Сегодняшний ролик, как видно из названия, посвящен установке ножей на фуганок и изготовлению приспособления небольшого для этого, которое, с моей точки зрения, должно мне сделать работу более простой, облегчить мой труд. Немного предыстории. Приступил я к новому проекту, стал прифуговывать для склейки щит и понял, что он у меня не прифуговывается. То есть угол, вот если я беру, здесь у меня база, и здесь вторая база, здесь не получается 90 градусов. То есть когда я прогоняю по фуганку, ножи стоят неверно. Скорее всего, они разболтались, давно их не регулировал, не точил. Безусловно, я сейчас их разберу. Вернее, сниму ножи, посмотрю их состояние, если надо, заменю. Но хочу сделать небольшое приспособление, которое увидел на просторах интернета. Для изготовления приспособлений для выставления ножей мне понадобится сегодня вот такой кусок фанеры 15 миллиметров, да, толщиной. Ширина чуть меньше строгального вала, то есть вал у меня 203 миллиметра, здесь я сделал 190. В длину чуть больше ширины, то есть у меня где-то 210. Также мне понадобится несколько магнитов. Посмотрим, сколько точно. Я думаю, штук 5-6, не больше. Понадобится шуруповерт со сверлом 12, потому что 12 миллиметров диаметр моих магнитов. Я хотел сделать, конечно, фрезером, но у меня нет фрезы 12 миллиметров. Также из запасов, то, что я раньше делал дверь, у меня есть шпон ольхи, соответственно, резак для шпона и, собственно говоря, клей. Для начала я должен определить, где будут у меня крепиться магниты. То есть я, с учетом того, что 12 миллиметров сами магниты, мне надо найти центр для отверстий. И миллиметров 5 я отступлю, то есть, примерно, то есть в 1 сантиметре от края я провожу линию. Дальше надо разметить количество этих магнитов, то есть беру примерно, здесь у меня 19, значит половина у меня будет 9,5, вот один магнит. Вот. Итого у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, значит 7. Беру сверло и буду очень аккуратно, потихоньку, потому что, фрезер, я уже сказал, не помощник, у меня нет такой фрезы. Чтобы не задерживать вас и меня, расскажу, что сделал за кадром. Сделал углубление с помощью сверла, утопил туда магниты, приклеил их на секундный клей. Самый обычный, российский производитель. Все, дальше я сделаю рубашку из шпона. Тоже, скорее всего, за кадром, может, сейчас покажу. Я показывал это в одном из своих роликов, здесь ничего сложного. Я сверху приклею шпон, для того, чтобы поверхность была гладкая и ровная. Займет это в реальности минут 15 вместе с тем, как будет сохнуть клей. Сейчас, так скажем, факультативно покажу, что я буду делать. Мне понадобится кусок пенопласта, я использую, просто можно не использовать. Можно взять обычный кусок фанеры, разницы нет никакой. Кусок шпона. Беру примерно с запасом, отмеряю здесь сантиметр, здесь пару сантиметров. Вырезал одно. Так, примеряю. Для моего изделия не хватает небольшого кусочка. Так, сейчас попробую порезать на фанере. То есть мне нужен, есть также кусочки ошметки.
Ну вот есть абсолютно негодный, скажем так. Я его примерно отрежу. Так. И дальше вырежу, сейчас, чтобы вам было видно, вдоль. То есть мне нужна полоска сюда, буквально пару сантиметров. Так. Она отрезалась уже. Так. И с небольшим запасом еще. Так, есть две полоски. Так, дальше делаю рубашку быстренько. То есть мне надо рубашка, это совмещение нескольких отрезков шпона. Для этого мне надо будет просто обычный мулярный скотч. Ну, не обычный, а желательно хороший, конечно, который хоть немного липнет. Оторву просто лишнее. И следующий этап нанесения клея. Сейчас постелю что-нибудь. Значит, клей я использую. В прошлый раз спрашивали, что за клей. Он называется 88. Он бывает в разных соотношениях. Главное смотреть. Ну, для разных материалов, для пенопласта, поролона, по-моему, отдельно. Ну, полиэтилена. Но главное смотреть, чтобы он клеил дерево. То есть одна из разновидностей клея. Это контактный клей. Смысл контактного клея в том, что он наносится на две склеиваемые поверхности тонким слоем. Дальше идет выдержка, то есть ему надо дать постоять минут 10-15, но в зависимости, конечно, от площади и толщины. И потом две детали соединяются и прессуются, ну, вручную. Я сейчас покажу, как я это буду делать. То есть склейка зависит от силы прижатия, не более. То есть здесь не надо ни температура, ни утюг применять. Здесь все намного проще. И дальше надо вытереть главный шпатель ацетоном. Все, ждем буквально 10 минут. Прошло 10 минут. Проверяется готовность к склейке тем, что ладонью можно вот так вот потрогать, и клей не пристает. Ну, ладонью, пальцем. Дальше все достаточно просто. Кладем одну поверхность, приклеиваем, одну деталь, наверное, так скажем, одну на другую. Беру свою гладилку. Вот такой у меня брусок. Это ольха, ну, склеенная была какая-то деревяшка. С одной стороны я закруглил, ну и дальше она уже отполировалась в процессе работы. И есть еще один нюанс. Мне надо сделать из того же шпона, скажем так, зацеп для ножей фуганка. Для этого я возьму еще кусочек шпона. Он мне нужен буквально 5-миллиметровый. И теперь, там, где у меня находятся магниты, еще раз перепроверю. Вот. Мне надо его приклеить в самый край. Это будет такой, ну скажем, якорь для ножей. Это я вам чуть позже покажу. Ну, подержу буквально минутку. По большому счету, девайс готов полностью к использованию. И сейчас я буду перемещаться к фуговальному станку. Я перешел непосредственно к фуганку. Первое дело, я сниму защиту. И обращаю ваше внимание, конечно, что из сети я выключил станок. Дальше беру на 8 ключ. Ослабляю все вот эти болтики,
для того, чтобы извлечь нож. Так, после того, как все поддается, я достаю нож. Нож сам по себе, он у меня не так давно поставлен, поэтому у меня есть запасные ножи, но я думаю, что этот еще пока не требует заточки. Не так много материала я им еще обработал. Ножи откладываю в сторону, достаю расклинивающий механизм, а вот он требует чистки. Сейчас его почищу специальным средством, пилочист называется. Для этого я буду использовать зубную щетку, чтобы здесь все почистить. Я считаю вообще, что, наверное, принципиально использовать щетки розового цвета. Щетина может быть любой, но вот ручка должна быть розовой. Ну, это мое личное мнение, можете его опровергнуть, но только с аргументацией. Итак, я все здесь почистил, продул воздухом, компрессором и собираю в обратной последовательности. Первое, что надо поставить вот такие вот гаечки, вставляются вовнутрь. Здесь есть небольшая прорезь, такая не прорезь, выступ, на который укладываются, собственно говоря, ножи. И с помощью вот этих гаечек можно регулировать высоту при их выставлении. Дальше беру клин. Клин просто устанавливается, но я их ориентирую все по этой стороне барабана, ну, чтобы они были одинаковые. Дальше беру нож, тоже его помыл, вполне пригодный, он еще не отработал свое, хотя запасные у меня есть. Из заточки их недавно принес. Теперь вставляем, здесь я не ослабил болтики, когда вынимал. Все, стал нож назад, тоже его здесь по этой линии я его ставлю. Проверяю, чтобы было все более-менее одинаково. Так буду делать на других ножах. И следующий шаг. Беру свое приспособление. Вот здесь у меня наклеен шпон. Здесь магнит. Видно, здесь магнит. И я кладу свое приспособление на вал. И подвожу к ножам. Как видно, в момент, когда я подвел к ножам, ножи примагнитились. То есть, если вот так вот тихонько надавить на него, он опустится. Отпустить, он поднимется. Дальше я веду на себя приспособление и, слегка прокручивая вал, я ищу наивысшую точку, где может подняться нож. И в этой наивысшей точке мне надо будет, собственно говоря, зафиксировать нож. На этом этапе можно уже проверить. То есть я провожу ножом, я чувствую, что слегка, но не касается. То есть риски не оставляет, но вот где-то рядом. Понятно, что это линейка металлическая, что это не поверочная, но в данный момент этого достаточно. Можно, конечно, такое вот, но неровное. Вот. И затягиваю теперь все остальные. И в продолжение я решил еще раз проверить все ножи уже способом тем, которым я сюда проверял. Я нарисовал черту на ровной планке. Я устанавливаю черту вот ровно с концом или с началом подающего стола. Отпускаю и прокручиваю нож. Фиксирую. Ставлю здесь метку.
Конечно, лучше это делать с линейкой, но показать труднее. Потому что здесь еще зависит от того, как поставил метку. Здесь может быть разбежка небольшая. Так, провожу черту вторую и еще раз проверяю. Поставил, провел, есть. Так, назад ставлю, провожу, есть. На какое расстояние перемещается вот при прокручивании вала с ножом, не имеет значения. Главное, чтобы это расстояние было одинаково, как минимум в начале, в конце ножа. Сейчас я установлю, здесь у меня уже есть поверочная линейка, угловой упор 90 градусов и начну тестовые испытания.